Всем здравствуйте! Покажу, как сам буду вешать люстру на потолок. Люстра в коробке только из магазина, в сборе. Вернее, в разобранном состоянии. Еще предстоит ее собрать. Лампочки. Для того, чтобы повесить люстру, необходимо дрель с наборным сверлом. Потому что сначала засверливается отверстие тонким сверлом, потом рассверливается более толстым по размеру дюбеля. Далее необходим тестер для проверки наличия провода в потолке, чтобы случайно сверлом не повредить провод. Пробник. Пробником проверяется наличие электричества в проводе, чтобы нас случайно не ударило током. Это касается техники безопасности. И также наличие всяких ключи, сверла и всевозможные инструменты. Начну я навешивать люстру с установки и крепления крючка на потолок. Начну я его с просверливания отверстий сначала более-менее тонким сверлом, потом сверлом по размеру. Сейчас я это все покажу. На потолке при включенной лампочке неудобно показывать, как работает тестер для определения провода в стене. В одном из моих предыдущих видео там все четко показано, как им пользоваться. Я этим тестером прозванивал всю квартиру, когда делал ремонт, начинал. Принцип очень простой. Когда мы подносим его к проводу, он начинает звонить. Вот на примере провода. И вот таким образом определяем, в какую сторону от лампочки проложен провод. Ничего сложного в этом нет. Начинаю сверлить отверстие. Освещение слабое, так как свет выключен. Дополнительного освещения у меня нет. Как я и предугадал, как предсказывал, провод идет в эту сторону. К той стене. Там стена находится в той стороне. Так что сверлить я буду вот в этом месте. Можно, конечно, чтобы уж точно быть уверен, сверлить за крестом, то есть сбоку. Начинаю сверлить. Сначала сверлю более тонким сверлом. Так, потолок я просверлил, дюбель вставил, крючок навесил. Так как там слабое освещение и камера очень плохо снимала, я покажу это все на пальцах. Есть дюбель, на который крепится крючок, ворачивается. Саморез таким образом. То есть просверливается отверстие, потом у него ворачивается крючок на саморезе. Но для этого сначала нужно просверлить небольшим сверлом, потом сверлом по диаметру. То есть этим мы высверливаем тонкое отверстие, этим потом рассверливаем в соответствии с диаметром. Высверлили, вставили в потолок и закрутили. Ничего сложного в этом нет. Да, есть один нюанс. Одна сложность небольшая есть. Сейчас я покажу. Вот это у нас верхняя чашка, которая будет крепиться к потолку. Надо выбирать крючок таким образом, чтобы когда он будет висеть у вас под потолком, чтобы было минимальное расстояние от потолка. Вот такой крючок, вот я сначала с дури такой купил, вот, он будет крепиться вот так, он бы выглядывал сам, на какую высоту, видите, некрасиво было бы. Но это из моих старых запасов. Крючок должен быть достаточно небольшой, но достаточно крепкий, чтобы удержать люстру. Все, начинаю собирать люстру. Начинаю собирать люстру. Достаем лампочка.
стеклянные набалдашники. Так, пока их уберем. Все, задача просто взять ее и собрать. Ничего сложного, я думаю, в этом нет. Люстра почти собрана. При сборке запасайтесь ключами для подтягивания. Проверяйте для подтягивания гаек, на гайках крепится. Проверяйте целостность наличия всех проводов, полной изоляции, чтобы ничего, не было никаких голых концов. Мало чего на заводе сделают. Все. И вот осталось поставить стеклянный элемент. Ставится очень просто. И закручивается. Недостаток: мужская рука сюда не пролезает. И подсоединить нижнюю часть. Держится на гайке. Эту часть собрать, красоту. И расскажу, как подсоединяются провода. Все, продолжаю собирать ее дальше. Так, люстра собрана. Очень удобно придумали конструктора. Удобно ее монтировать на 5 рожках и на 6 центральной точке. Теперь о проводах. На чем я хочу остановиться? Объясняю просто, без умных слов. Желто-зеленый провод – это заземление. Не перепутайте его. Заземление цепляется только к заземлению. 2 остальных провода, по ним течет ток и подает свет в люстру. Запомнили, заземление, 0 и фаза. Все. Таким же проводам они подключаются и на потолке. Провод 3-жильный. В потолке 3-жильный и здесь 3 жилы. Есть коробка для подсоединения. Ничего сложного в этом нет. Место для крючка и 3 провода. Здесь, в принципе, даже видно, что заземление подсоединяется к корпусу. Вот видно. А дальше в люстру идет 2-жильный кабель. Вот 2 жилы идут в люстру, а 1 провод на корпус. Заземление. Не перепутайте. Заземление к заземлению. Не вздумайте подать сюда ток. Все, сейчас я подсоединяю провода на потолке, цепляю люстру, и на этом работа заканчивается. Ну еще устанавливаю лампочки. Чуть не забыл. Перед тем, как работать с электричеством, соблюдайте технику безопасности. Проверяйте наличие электричества в электрической сети. Иначе вас просто может ударить током. С потолка выходят такие же провода. Есть специальный тестер, пробник, как угодно его называйте. Проверяйте все провода, отключили ли вы электричество. Обязательно проверяйте, чтобы вас не ударило током. Вот покажу на удлинителе. Видите, горит красная лампочка. Я нажимаю пальцем его, горит красная лампочка. Значит, ток в проводе есть. Не работайте с подключенным электричеством, иначе вас ударит током. Это самое главное правило. Как я говорил выше, 3 провода, 3-жильный провод, выходящий из потолка на подключение, и 3 провода на люстру. Вот тоже у нас заземление, и по 2 течет ток. Тоже заземление, и по 2 течет ток. Все очень просто. Синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому. Все, ничего сложного в этом нет. Подключаем и заканчиваем работу. Но перед этим обязательно я все проверил тестером на наличие электричества. Хотя точно знал, что электричество отключено. Все, люстра повешена. Всем спасибо.